И тем самым нормальный индивидуальный цикл будет полностью уничтожен, что после контрацептивов женщины беременеют. Это кровотечение женщина наивно считает менструацией, она успокаивается. Не нужно восстанавливать регулярность кровотечений 3 месяца. Эту кисту часто, когда происходит нарушение менструального цикла, восстановление его может стать для женщины очень серьезной проблемой. Особенно это важно, если у нее появляются сложности с зачатием ребенка. Естественно, в такой ситуации для восстановления цикла женщине могут быть предложены гормональные контрацептивы. Куда же без них? И в этом видео для вас я отвечу на очень важный вопрос, который волнует тысячи, а может быть десятки тысяч женщин. Возможно ли восстановление месячных с помощью контрацептивов? И здоровье тоже. Для тех, кто всегда торопится, хочет всегда побыстрее, скажу просто: невозможно. Теперь можете опять бежать по своим делам. А кому действительно дорого свое здоровье, усаживайтесь поудобнее и давайте разбираться, почему же на самом деле невозможно восстановить цикл и яичники таблетками. На индивидуальных онлайн-консультациях и тренингах, которые уже помогли сотням женщинам восстановить здоровье, восстановить или обрести отношения, а многим прийти к мечте, в своих видео в YouTube я много говорю о том, что женские гормоны в таблетках негативно воздействуют на женский организм, разрушают женское здоровье. Это, можно сказать, разрушение самой сути женщины. Задумайтесь, а почему для мужчин нет ничего подобного? Странно, да? Контрацептивы для женщин придуманы мужчинами. А интересно, а почему они для самих себя не придумали такой интересный способ химической кастрации? Давно известно, что любые женские гормоны в таблетках уменьшают авариальный запас яичников, имеют массу неприятных последствий для здоровья и психики женщины. Оральные контрацептивы не имеют никаких лечебных эффектов, ничего не восстанавливают, ничего. И сейчас я отвечу на самые частые вопросы, которые женщины задают мне на консультациях, и также они на них получают рекомендации для восстановления своего репродуктивного, психологического здоровья, нервного, с помощью простых и, самое главное, эффективных методов без побочных эффектов. И напоминаю вам, что я не гинеколог, я прежде всего врач, психотерапевт и эксперт по естественному восстановлению репродуктивных, гинекологических, нервных, психологических расстройств у женщин и немного у мужчин естественными способами, без побочных эффектов. А сейчас давайте попробуем понять, как же происходит восстановление цикла с помощью оральных контрацептивов и происходит ли оно вообще. Можно взять телефон или планшет, поискать в Яндексе или загуглить и получить такой ответ. У меня уже готово, открыто. При употреблении правильно подобранных противозачаточных средств месячные идут регулярно. Пациентки, принимающие оральные контрацептивы, отмечают, что месячные проходят легче, уменьшается объем выделяемой крови, сокращается продолжительность менструации, исчезают боли. Читаем дальше. КОК оказывают благоприятное воздействие на менструальный цикл, делают менструальные кровотечения регулярными и менее интенсивными, а также устраняют симптомы дисменорреи, то есть болезненности. Установлено, что комбинация 20 микрограмм этинилэстрадиола и 3 мг дросперинона обеспечивают не только эффективную контрацепцию, но и благоприятный контроль цикла. Надеюсь, вы понимаете, что в этом случае работают таблетки, а не мозг, который должен регулировать цикл. Мозг, а не таблетки, регулируют цикл. А здесь же в Википедии под названием цикла подразумевается наличие регулярных кровотечений. Нигде не говорится, нигде не написано, что на гормонах нет менструаций, а есть
простые кровотечения отмены. И не поясняется, в чем же разница между ними. Все выглядит так, как будто это одно и то же. И таким образом в голове у большинства, да, думаю, почти у всех женщин эти понятия не различаются. Ей кажется, что если на гормонах есть регулярное кровотечение, то с циклом все в порядке. Проблема в том, что на таблетках цикла-то как раз и нет. Совсем нет. Абсолютно нет. И чтобы это понять, прежде чем восстанавливать цикл, давайте разберемся, что же это такое на самом деле. Иначе просто непонятно, что именно нужно восстанавливать и как. Слово «цикл» подразумевает какой-то повторяющийся процесс или процессы. А менструальный цикл – это циклически повторяющиеся, биологически обусловленные ритмические изменения в организме женщины, происходящие под влиянием гормонов, которые вырабатываются в мозге и в яичниках. И управляется все это нервной системой. Поймите, нервной системой, которая иногда получает указания из сознания, а чаще всего из подсознания. Продолжительность цикла – это время от первого дня менструации до последнего дня, включительно перед наступлением следующей менструации. Первая фаза цикла, по-другому она называется эстрогенная фаза, фолликулярная или фаза женственности. И она имеет три стадии первая фаза. Это примерно 3-7 дней менструации, потом стадия покоя, которая может быть очень длительной, и стадия созревания яйцеклетки – это примерно 6 дней. Да-да, вы не ослышались. Первая фаза цикла до овуляции имеет 3 стадии. А вы что, этого не знали? Потом сама овуляция, то есть это выход яйцеклетки из яичника в брюшную полость. И вторая фаза цикла, по-другому она называется прогестероновая или фаза материнства, или же лютеиновая. И она имеет стандартную продолжительность примерно 10, 16, иногда чуть-чуть больше дней. А в случае образования кисты желтого тела менструация может задержаться на срок примерно до 12 недель. Это где-то 3 месяца. Эту кисту не нужно лечить. Почти всегда она исчезает самостоятельно. Такие кисты бывают нечасто, но то, что они есть, и менструация может задержаться из-за этого, вам необходимо знать и сильно не переживать. Сейчас главное не наделать ошибок и не начать лечить кисту желтого тела контрацептивами и другими препаратами. Лютеиновая фаза начинается после овуляции и заканчивается перед наступлением очередной менструации. А восстановление цикла – это нормализация циклических процессов во всем организме, в том числе и в вашей психике. Уже из того, что я сказал, следует, что при нарушении циклических процессов в организме не нужно восстанавливать регулярность кровотечений. Поймите это. Потому что для многих женщин кровотечение – это и есть цикл. Но на самом деле это всего лишь внешний симптом. Как вы знаете, работа с симптомом никогда не приводит к решению проблемы. А наша медицина применяет в основном симптоматическое лечение, направленное на устранение симптома, а не на причины, породившие этот симптом. Главные усилия должны быть направлены не на устранение симптомов, а на оздоровление всего организма, на выход из стресса, из токсичных отношений, из нересурсного мышления, из токсичного образа жизни, из детских травм, обид и прочее, прочее, прочее. Именно этим мы и занимаемся на онлайн-консультациях, на тренингах и на курсах. И в этом случае организм сам нормализует свои циклические процессы. И поверьте, они будут оптимальными для каждой конкретной женщины. Если в этом разобраться, то появляется понятие индивидуальной нормы. Любой женский цикл – это норма. Не 28 дней, как все везде пишут, а такой, какой есть у каждой конкретной женщины. Это может быть и 20 дней, и 28, и 30, а может быть и 60 и более. Это ее личный, индивидуальный, нормальный менструальный цикл. Не стандартный по протоколу, а ее личный, с учетом ее жизни. Не так давно у меня на консультации была женщина, у нее менструальный цикл всего 3 менструальных кровотечения в год.
Она долго с мужем не могла забеременеть. Перепробовала всевозможные лечения, но такого лечения качество ее физического и психоэмоционального состояния оставляло желать лучшего. Естественно, очень снизился АМГ, и другие показатели тоже были не очень. Мы с ней поработали. Она с моей помощью разрешила много вопросов, касающихся своей жизни и здоровья, и позволила себе просто жить. Она пошла в протокол ЭКО, а так как она подготовила свою психику, свое тело к беременности, протокол был удачный. Она родила двойню. И через 2 года она снова забеременела естественным путем, имея всего несколько менструаций в год. Вот такая хорошая история доказывает, что каждый цикл индивидуален. Мы не роботы, мы живые люди. Ну что, разобрали, что такое менструальный цикл, а теперь давайте разберемся, что такое менструация. Менструация – это кровотечение после овуляции и второй лютеиновой фазы цикла. Именно с началом менструации ведется отсчет продолжительности цикла. А есть еще анувуляторное менструально-подобное кровотечение. А что это за страшное слово, спрашиваете вы, я слышу прямо. Большинству женщин абсолютно неизвестно, что стадия покоя первой фазы цикла может быть любой продолжительности, любой. И это будет продолжающаяся первая фаза цикла, во время которой возможно менструально-подобное анувуляторное кровотечение. Да, такое бывает. Между такими кровотечениями нет овуляции и нет цикла. Такой промежуток между анувуляторными кровотечениями по незнанию называется аннувуляторный цикл. Это название ошибочное, потому что никакого цикла нету. Женщина чаще всего не различает, когда у нее менструация, когда овуляция, а когда аннувуляторное кровотечение, потому что внешне они очень похожи. Разницу можно увидеть, если только женщина знает свою физиологию, имеет контакт со своим телом и с самой собой. Врач тоже считает аннувуляторное кровотечение менструациями и требует, чтобы менструации было не менее чем 8 или 9 в году. А иначе это не норма, и цикл нужно восстанавливать. А чем восстанавливать? Конечно же, ими. Кастрационными таблетками для женщин. Это оральные контрацептивы, я их называю кастрацептивы, или комбинированные оральные контрацептивы и другие. Многие кровотечения отмены считают менструацией, но это не так. Не так. Что такое кровотечение отмены? На гормонах в 28-дневном таблеточном цикле 7 дней женщины принимают пустую таблетку, уровень таблеточных гормонов в крови резко падает и начинается так называемое прорывное кровотечение или же кровотечение отмены. Это кровотечение женщина наивно считает менструацией, она успокаивается, думает, что цикл восстановлен и все у нее хорошо. Возможна ситуация, что во время длительной первой фазы цикла не будет аннувуляторных кровотечений. У женщины начинается паника и тревога, она думает, что заболела. Естественно, она идет к гинекологу, у которого есть готовые протоколы лечения. Все для вас. Сама женщина, да и врач тоже будут считать, что цикл серьезно нарушен, если нет кровотечений. Соответственно, аменорею, то есть отсутствие менструации, начнут лечить. А чем? Но опять гормонами. И тем самым нормальный индивидуальный цикл будет полностью уничтожен. И опять же, у женщины будут регулярные кровотечения отмены, которые она будет считать менструациями и будет считать, что проблема нарушения цикла решена. Есть менструация, в кавычках, она не забеременеет, и можно вообще не волноваться никак. Эти простые знания о своем теле, о своей физиологии, своем менструальном цикле полностью меняют отношение к нему. При восстановлении цикла речь вовсе не о том, чтобы всеми способами добиться регулярных кровотечений. Не об этом. Я хочу, чтобы вы поняли и услышали меня.
Суть восстановления цикла – это восстановление организма. Это восстановление прежде всего душевного и телесного равновесия, а дальше организм сам восстановит свои ритмы. И они будут самыми оптимальными для каждой конкретной женщины, для вас. Теперь давайте разберемся, а что такое отдых яичников и восстанавливает ли он цикл и сами яичники. Это очень интересно. Давайте снова откроем интернет и прочитаем. Кроме надежности у приема оральных контрацептивов, есть один существенный бонус. Так как репродуктивные органы отдыхают и не испытывают ежемесячной готовности к беременности, это положительно сказывается на здоровье. Вы представляете, какой бред придумали только для того, чтобы продать этот продукт? Я имею контрацептивы. Странно, а почему нет таблеток для отдыха печени, почек, селезенки и других органов? Мозга тоже. Хотя нет, когда женщина решает пить оральные контрацептивы, мозг тоже отдыхает. Но все-таки, что такое отдых яичника во время приема оральных контрацептивов? В этом понятии, как и в понятии восстановления цикла, происходит абсолютное и губительное непонимание законов функционирования организма. Если снаружи в кровь поступает гормон, то для организма это является сигналом, что ему не нужен орган, который вырабатывает этот гормон. Этим органом являются яичники. Они атрофируются, и репродуктивная система не работает на полную мощь за ненадобностью. Репродуктивный потенциал яичников, естественно, снижается. Если мышцы не работают, они атрофируются. И в течение месяцев и лет, когда женщина принимает оральные контрацептивы, очень быстро исчезает авариальный запас яичников, снижается уровень АМГ. И в такой ситуации, как вы понимаете, никакое восстановление цикла невозможно. В принципе, невозможно. А что такое авариальный запас и как на нем сказывается отдых яичников? Давайте разберемся тоже. Авариальный запас – это то количество первичных примордиальных фолликулов, которые закладываются у девочки в начале внутриутробного развития. Авариальный запас бывает очень большим, от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов фолликулов, может быть маленьким. От авариального запаса в жизни женщины зависит все. Сопротивляемость болезням, стрессам, иммунитет, способность забеременеть, выносить, родить детей, ваша женская привлекательность, время наступления климакса, ваше здоровье после климакса и многое-многое-многое другое. Авариальный запас только тратится и никогда не восполняется. Это закон. Процесс рождения девочки, детские болезни, стрессы по жизни, овуляции, стимуляция овуляции, беременности, роды, аборты, прием контрацептивов, половые инфекции, нагрузка на работе, токсичное мышление, конфликты на работе, внутриличностные конфликты, обиды на мужчин, на родителей, промискуитет. Существует тысячи способов потратить свой потенциал. На фоне приема оральных контрацептивов авариальный запас тратится с многократной скоростью, и яичники буквально выгорают. Через время начинается атрофия яичников, но они же не работают. И наступает раннее истощение яичников. Если авариальный резерв большой, а срок приема оральных ОК маленький, то после отмены ресурса яичников остается достаточно много. Женщина может и не заметить свою потерю, но хотя, естественно, качество ее жизни будет существенно ниже. Точно так же, как значительно короче станет ее репродуктивное время, климакс, старение и болезнь на таблетках настигнут женщину значительно быстрее. Поверьте, добровольная химическая кастрация женщины никогда не приводила к здоровью. Никогда. А как же восстановить цикл и забеременеть с помощью оральных контрацептивов? Вот что пишут некоторые женщины. У нас не получается зачать ребенка, у меня нет овуляции. Была у врача, назначили пропить ясмину, чтобы яичники отдохнули полгода, а потом прийти на повторное обследование. А теперь вопрос. Вам не кажется нелогичным, что для лечения бесплодия врач назначает контрацептивное средство, которое блокирует овуляцию и снижает авариальный резерв? Ну, лично мне это кажется как минимум странным.
В ситуациях, касающихся своего здоровья и жизни, вам нужно, наконец, включать интеллект, логику и разум и делать конкретные действия снаружи, а не только в страхе и в своем уме. Это поможет вам уберечь себя от серьезных проблем. Поймите, врач не лечит, он не отвечает за жизнь пациента, он не отвечает за ваше здоровье. Он просто выполняет протокол. За свою жизнь и здоровье человек отвечает сам. Ну и естественно, если он созрел как личность. А вот личностный инфантилизм делает так, что человек перекладывает ответственность за свое здоровье на врача или на других. Некоторые мне возразят. Есть много исследований, которые доказали, что после контрацептивов женщины беременеют. Да, такое есть. И это очень хорошо. Речь идет о так называемом ребаунд-эффекте или синдроме отмены. Если женщина кратковременно пьет оральные контрацептивы не больше 2-3 месяцев, то после отмены функция яичников активизируется с большей силой и возможна беременность. Это похоже на сжатие пружины, когда после определенного времени она резко высвобождается, выстреливает. Такой механизм срабатывает примерно в 40% случаев, и это хорошо. А вот если блокировать яичники долго, в течение нескольких лет или даже десятилетий, то чаще всего развивается, наоборот, синдром гиперторможения и атрофии яичников. А иногда даже появляются нарушения в работе гипофиза. А это, как вы понимаете, нарушение всей эндокринной системы женщины. Но помните главное. Яичники – очень ресурсный орган. Если вы вовремя включили здравый смысл и позволили себе сохранить авариальный запас ваших яичников хотя бы частично, это очень хорошо. Дальнейшая ваша задача – это беречь свой потенциал, не растрачивать его попусту. При благоприятных условиях, в отсутствии стресса, в отсутствии детородной лихорадки, забеременеть и родить можно при достаточно низком авариальном запасе. Я это видел не раз, много раз. Даже при очень низких показателях АМГ. А еще при благоприятных условиях, которые вы создаете сами себе, вы можете продлить свой репродуктивный возраст, на некоторое время отсрочить менопаузу и плавно войти в климакс, в новую фазу своей жизни. Это интересный возраст мудрости, не нужно его бояться. Главное не вестись на запугивание и откровенную ложь, что вы быстро постареете, истончатся кости, разовьется остеопороз, кожа станет морщинистой, и вы станете нежеланной женщиной. Поверьте, быть здоровой и привлекательной можно в любом возрасте. И когда у вас будет возможность, вы можете позволить себе записаться на онлайн-консультацию или ко мне, или к другому врачу, и начинать восстанавливать и укреплять свой репродуктивный потенциал и свое здоровье целостным подходом к организму, включая психику. И спасибо, что посмотрели это интересное видео до конца. Подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. А я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапега.